цене нефти в 2019 году, грубо говоря, там в 65-70 долларов, да, они не покрывали, так сказать, полностью свои убытки. Если вдруг отчетность будет хорошая, то мы можем начать свое вот это вот такое вот движение вверх только благодаря отчетности. Коллеги, всем доброго времени суток, с вами на связи Владислав, и в преддверии отчетности Transsession хотел бы поговорить, дать вам понимание о том, что ожидать. Я эту статью закреплю, пожалуйста, читайте, пользуйтесь, потому что полностью мы ее всю читать не будем, но бегло сейчас пройдем и сделаем какое-то заключение. Будет ли хороший отчет, будет ли плохой отчет, сейчас мы, наверное, разберемся. Ну и далее, я думаю, что мы посмотрим график цены и, соответственно, из графика сможем, может быть, что-то понять лучше. Итак, возможный арбитраж по структуре капитализации в Transsession для доходности более 10%. Transsession теряет деньги, не имея и имеет большие долги, но могут появиться возможности, открывая длинные и короткие позиции по различным частям структуры капитала. Длинный обеспеченный долг и короткий капитал могут предложить низкую двузначную доходность даже в случае медвежьей реструктуризации. РИК – один из крупнейших в мире владельцев, но это мы читать не будем. Текущие условия ведения бизнеса тоже читать, наверное, не следует, сами почитаете. Я вам хотел акцентировать ваше внимание вот на вот эту вот вкладочку, как видно из последнего годового отчета. То есть на годовой отчет обратить внимание, это сайт RIG. И, соответственно, давайте мы посмотрим. Значит, общая выручка от контрактного бурения составила 784 миллиона долларов. Общая скорректированная выручка от контрактного бурения 832 миллиона по сравнению с 758 миллионами во втором квартале 2019 года. Общие скорректированные доходы от контрактного бурения составили 805 миллионов. Чистый убыток, относящийся к контрольной доле участия, составил 825 миллионов долларов США, 1 доллар 0,35 на разведенную акцию по сравнению с чистым убытком, приходящимся на контрольный пакет акций в размере 208 миллионов долларов, 0,34 доллара на разведенную акцию во втором квартале. Скорректированный чистый убыток составил 234 миллиона, 0,38, исключая 591 миллион долларов чистых неблагоприятных статей. Это сопоставимо со скорректированным чистым убытком в размере 209 миллионов долларов. Так, результат за третий квартал 2019 года включает чистые неблагоприятные статьи в размере 591 миллиона или 0,97 доллара США акцию следующим образом. Эти неблагоприятные позиции были частично компенсированы. После рассмотрения этих чистых неблагоприятных статей скорректированный чистый убыток в третьем квартале 2019 года составил 234 миллиона долларов. Выручка от контрактного бурения за 3 месяца, закончившаяся 30 сентября 2019 года, последовательно увеличивалась на 26 миллионов, в основном из-за начала эксплуатации нового плавучего места для суровых условий окружающей среды. Значит, мы все тоже читать не будем. Эффективная налоговая ставка составила 6,9 по сравнению с 21,9 в предыдущем квартале. Денежные потоки по операционной деятельности составила 91 миллион по сравнению со 153. Капитальные затраты
Мы представляем наши операционные результаты в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета. Полагаем, что определенные финансовые показатели, так как скорректированная выручка от бурения по контрактам, EBITDA и скорректированная чистая прибыль, которая не является показателем, предоставляет пользователям нашей финансовой отчетности дополнительную информацию. Все сопоставляемые показатели наиболее отображаются в количественных таблицах. Ну и здесь почитайте. Я не буду вам здесь все зачитывать. Здесь я своими словами могу сказать, что показатели не очень хорошие. Это имеется в виду показатели за прошлый год, 19. И вы сами должны понимать, что цена нефти тогда была, конечно же, гораздо выше, чем на данный момент времени она, да. То есть, навскидку, я просто не помню, навскидку нефть тогда, по-моему, там 65-70, по-моему, стоила. И хотел бы обратить ваше внимание еще здесь на вот эту вот статью, почитайте, но хотел бы обратить ваше внимание на облигации. Здесь пишут про облигации. И так, структура капитала. Так, вот, структура капитала. До недавнего обмена долговыми обязательствами баланса РИК содержал как обеспеченный, так и необеспеченный долг с разным сроком погашения, как вы можете видеть из годового отчета компании. Здесь посмотрите таблицу. В свете недавнего выпуска новых облигаций 2027 года с процентной ставкой 11,5 существующие сроки погашения торговались с дисконтом. Я бы хотел обратить ваше внимание на два из них. Облигация, обведенная синим, является обеспеченной, а красным необеспеченной. Низкая цена необеспеченной облигации указывает на то, что в первую очередь кредиторами сегодня чувствуют себя крайне маловероятными, что они получат значительную сумму основного долга. Тем не менее, они получают некоторую компенсацию, поэтому купонные выплаты возвращают часть капитала инвесторов. Если бы кто-то был настроен на повышение, он бы мог купить необеспеченный долг. Обеспеченные облигации предлагают низкую доходность к погашению, выражающуюся двузначными цифрами. Обратите внимание, что текущая доходность 9% меньше, чем 11,5% по новым обеспеченным облигациям на долларовых инвестиций аналогичного размера. В эти облигации 2027 года со скидкой предлагают инвестору более крупное обеспеченное требование. Иными словами, инвестиция в размере 10 тысяч долларов, сделанная по цене 75 центов за доллар, дает вам право требовать на сумму более 13 тысяч долларов в виде основной суммы долга и его обеспечительного интереса. И здесь дальше почитайте. И хотел бы еще здесь остановиться на том, что согласно годовому отчету по состоянию на 31 декабря 2019 года 3,3 миллиарда долларов из 9 миллиардов долларов долг Transocean были обеспеченными. Мы знаем, что в результате последнего обмена он добавил почти 700 миллионов долларов. И так возникает вопрос, сколько стоит остальная часть компании в случае банкротства. В 2019 году скорректированная EBITDA компании составляла почти 1 миллиард долларов. Так, в случае банкротства, которое уничтожает необеспеченный долг на 4 миллиарда долларов и связанное с ним обслуживание долга, привлекают ли оставшиеся активы оценку в 4 раза выше скорректированной EBITDA 2019 года. У меня сложилось бы впечатление, что я скажу да. Но даже если они этого и не сделают, эти обеспеченные облигации будут опорой, и в случае их обесценивания держатели обеспеченных облигаций будут контролировать исход банкротства. Чтобы уменьшить основную сумму держателей облигаций в облигациях 2027 года, которые мы обсуждаем, оценка доступная держателям облигаций должна быть 75% от этой суммы непогашенного обеспеченного долга. И в заключение, даже в случае банкротства, я считаю, что обеспеченные облигации 2027 года с выплатой 6,875% вероятно будут выплачены полностью.
если оценка окажется ниже этого значения. Я полагаю, что облигации будут компенсированы неким капиталом после реорганизации, который может быть ценным. Инвестор может снизить вероятность обесценивания своего капитала из-за убытков от облигаций, сократив акцию. То есть вы понимаете, что на данный момент мы говорим про облигации. Про акции здесь вообще вопрос, никакого разговора нет. Да? То есть если облигации получат хоть какую-то компенсацию, то акции, соответственно, ничего не получат в случае банкротства. И как вы сами прекрасно все понимаете из вот этой вот статьи, да, то, что при цене нефти в 2019 году, грубо говоря, там в $65-70, да, они не покрывали, так сказать, полностью свои убытки за счет того, что там у них стареют их там корабли, да, то о чем можно говорить, когда цена нефти сейчас там $39? И, конечно же, все очень плохо. То, что касается отчетности, не стоит ожидать хорошего отчета. Цена на нефть падает, и, соответственно, в связи с тем, что цена на нефть падает, это все бьет по таким компаниям нефтесектора. И поэтому то, что касается отчетности, я считаю, что ничего ждать от отчета не следует хорошего. Ну и давайте мы пройдем на график цены, посмотрим, что здесь у нас не изменилось. Да ничего, коллеги, у нас не изменилось. После закрепления под уровнем 78, как и предполагалось, я акцентировал ваше внимание на то, что если 0.78 не пропустит, то есть мы подтвердим намерение шорт-сценария пробитием этого уровня 0.78, конечно же, мы пойдем на цели, которые у нас обозначены по нисходящей тенденции. Не исключаю тот факт, что, возможно, если вдруг будут, конечно, хорошие там показатели выйдут, хотя разум мой не воспринимает, с чего бы им быть хорошими, да. Конечно же, вполне вероятно, что мы сможем увидеть какой-то там драйвер, да, положительный для того, чтобы пробить уровень 0.78 и, соответственно, потом спускаться, так скажем, на тест для возврата. Вот это вот наше основание в прошлую базу. И тем самым, конечно же, этот отчет, если он будет хорошим, то он может поспособствовать приостановке, и мы вот это вот движение можем считать, будем спрингом. То есть это в случае хорошего отчета, если цена пробивает 0.78, там уходит в район там, вот сюда вот 0.90, да, плюс-минус. И, соответственно, потом потихонечку будет какое-то время снижаться, и с непропуском вниз опять уровня 0.78, конечно же, мы будем формировать какую-то базу, и в этом случае, если вдруг отчетность будет хорошая, то мы можем начать свое вот это вот такое вот движение вверх только благодаря отчетности. Поэтому, как говорят, надежда умирает последней, да, и, соответственно, здесь ожидания, они плохи на хороший отчет ожидания, но если вдруг это произойдет, то можно ожидать вот эту вот историю, которую я сейчас описал вам в случае хорошего отчета. Если же хорошего отчета не будет, если же будет все плохо, как хуже, чем там в 2019 году, все-таки, наверное, разум воспринимает, что будет хуже, потому что цена на нефть значительно меньше, то, соответственно, мы будем достигать тех целей, которые у нас есть в прошлом обзоре. Ссылочку я на прошлый обзор закреплю. Пожалуйста, переходите, смотрите цели, все актуально от прошлого разбора. И всем тем, так сказать, инвесторам, трейдерам, которые сидят в данном активе, только пожелать удачи на хорошую отчетность. Так что, коллеги, на этом мы будем заканчивать. Все. Пока-пока. До связи. В 17 часов у нас будет выходить Tesla. Пожалуйста,
Смотрите для понимания Теслу. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.